страна, потерянный рай. In our suffering, to be able to glorify God in that. Мы также будем говорить, как в страдании прославлять Господа. The challenge is that when people don't glorify God in their suffering, Satan will use that. В трудностях, когда люди переживают страдания, очень легко попасть под власть врага человеческих душ. Satan will use that to make us doubt God. Сатана использует такие ситуации для того, чтобы засомневаться в Боге. Satan will use that to take away our zeal for God. Сатана использует такие моменты, чтобы забрать нашу ревность. Satan will use that to destroy our witness. Сатана использует эти ситуации для того, чтобы уменьшить нашу способность свидетельствовать о Боге. And we're going to share some examples and stories from our own lives about how Satan has sometimes challenged us. И мы будем делиться примерами из своей собственной жизни, как Сатана ставил нас в такие трудные ситуации. And we will talk about how God has come through and He's given us the victory. И мы будем говорить, как Бог давал нам силу, и мы выходили из таких ситуаций с победой. One of the most important lessons in all the Bible is the lesson of Job. Один из самых интересных случаев во всей Библии – это уроки, которые мы получаем, читая книгу Иова. And it was a contest between Satan and God. И там было определенное соревнование между Богом и сатаной. And Job was the place where the contest was conducted. И Иов оказался между ними. That's not the only time that happened. Это не единственный случай, когда такое случается. It happens in our lives as well. Это случается и в нашей жизни также. And I think that we will be able to look at the life of Job and what he experienced, and we will see the most powerful reason of all why God allows suffering. И когда мы будем смотреть на жизнь Иова, мы увидим самые сильные аргументы, почему Бог или для чего Бог допускает страдания в нашей жизни. And that reason is to take away the accusations that Satan could have against God's people. И прежде всего это для того, чтобы убрать те обвинения, которые сатана воздвигает перед Богом в отношении Божьих детей. We're going to talk about suffering that God causes on some occasions for the good of others. Мы будем говорить о случаях, когда Бог допускает страдания для пользы других. And we want to accept that with grace and confidence and faith. И мы будем воспринимать это с благодарностью и благодатью. But also God allows suffering when people bring it on themselves. Но, к сожалению, Бог допускает и такой вид страданий, когда люди сами навлекают на себя страдания. This is the kind of suffering we want to try to avoid. Мы бы, конечно, хотели вот эти страдания избежать. Peter said, "It is better if God will it so that you should suffer for doing what is right than for doing what is wrong." Апостол Петр говорит, что это лучше, когда вы страдаете за то, что правильно, чем когда вы страдаете за злые поступки. Sometimes I hear very pious people say, "Suffering can make you more like Jesus." Иногда я слышу, что люди говорят, что страдания делают вас почти как и похожими на Иисуса. To them we reply, "Why don't you put a rock in your shoe?" И в таких случаях мы говорим, ну почему бы вам тогда не положить камень в свою обувь? And we mean that as a joke. Конечно, мы шутим. Because God does not honor the kind of suffering that we bring on ourselves. Бог совершенно не признает тех страданий, которые мы сами навлекаем на себя. And nowhere in the Bible does it teach us to bring suffering on ourselves. И нигде мы не находим в Писании указания, чтобы мы сами на себя налагали какие-то страдания. God also allows suffering to show the consequences of sin. Бог также допускает страдания, чтобы показать последствия греха.
And this is some of the suffering that people do bring on each other that we want to avoid. Это тоже такие страдания, которые мы хотели бы и сами избежать, и других научить избегать. And we will give some examples of how we can bring suffering on ourselves by sin. И мы тоже приведем некоторые примеры, как мы можем сами навлекать на себя страдания. Incorrect theology can also bring on suffering. Неправильная теология также может навлечь определенные страдания. Where we used to live in South Carolina, there were people that were called snake handlers. Когда мы жили в Южной Каролине, там была определенная группа людей, которых мы называли snake handlers. Тех людей, которые играли со змеями. And what they would do is they would, during their church services, they would take poisonous snakes, and the preacher would stand and preach with a poisonous snake in each one of his hands. Некоторые проповедники во время проповеди брали этих ядовитых змей и проповедовали, держа этих змей в своих руках. And that was a misunderstanding of what God's word actually teaches. И это, конечно, было искажение того, чему учит Бог. And many of them have been bitten or even died. И некоторые из них, конечно, некоторых из них змеи укусили, и некоторые из них даже умерли. And we will have a story to tell you to illustrate that. И мы тоже расскажем вам такие случаи, проиллюстрировать подобные ситуации. There is one thing that we will not do. Будет одна вещь, которую мы не будем делать. We will not minimize your suffering. Мы не будем ограничивать ваши страдания. We will not tell you that everything will be okay and you just need to be happy now. Мы не будем вам говорить, что все хорошо и вы должны быть счастливы и довольны сейчас. We understand that suffering is very real. Мы понимаем, что страдания – это очень реальная вещь. Many of you that are hearing this, your heart is broken for some reason. Некоторые из вас, кто слушает нас в эту минуту, ваши сердца разбиты. And we will not tell you that it is not okay for your heart to be broken. It is okay. Мы не будем говорить, что это нехорошо для вашего сердца, чтобы быть разбитым. Это нормально. God gave us our emotions. Бог дал нам эмоции. And we do feel sadness and pain. И мы чувствуем страдания и боль. But then the challenge is to not allow that pain and sadness to paralyze our lives. Но наши печали не должны перечеркнуть нашу жизнь. So please know that we will not in any way minimize what you are going through. Помните, что мы не будем ограничивать все то, через что вы проходите. But we will give you some ideas about how you can comfort others through your suffering. Но мы поделимся с вами некоторыми мыслями о том, как вы можете утешить других, которые находятся в положении страдания. And we will talk about two possible responses to suffering. И мы будем говорить о двух возможных реакциях на страдания. The first is unfortunate responses making the situation worse. Первая реакция – это когда нежелательная реакция, когда мы усугубляем свое положение, делаем положение хуже. We can make the suffering worse by guilt. И мы делаем наше положение не только, что мы страдаем, но мы еще и становимся виновными. We can make the situation worse by obsessing about the past or the future. Мы делаем положение хуже, когда мы неправильно понимаем наше прошлое. We will talk about you can make the situation worse through bitterness. Мы делаем нашу ситуацию хуже через горечь. Bitterness sometimes does more damage to a life than the original suffering did. Горечь делает нашу жизнь намного хуже, чем само страдание. We will talk about blame.
Мы будем говорить об осуждении. Our tendency as humans is to, when something goes wrong, we want to look for somebody to blame. Мы имеем такую тенденцию, что когда в нашей жизни что-то происходит плохое, мы ищем, кого обвинить. This is an unfortunate response to suffering. Это нежелательный ответ, нежелательная реакция на страдания. And we will talk about depression. И мы будем говорить о депрессии. Suffering causes people to go into depression. Страдания приводят людей к депрессии. I myself have suffered with depression sometimes. Я сам прохожу иногда через депрессию. But then there are good responses to suffering. Но есть также и хороший, правильный ответ на страдания. Kit has already mentioned something we call survival mode. Кит уже упомянула, что мы учим, как выжить в таком положении. And we want to be reassured of our inheritance. Мы должны будем утвердиться в нашем положении в Боге. We have a wonderful story to tell you about how God gave me hope after my father died. Я расскажу вам свою личную историю, как Бог дал мне надежду после того, как мой отец умер. Hope is the antidote to depression. Надежда – это то, что противопоставляется депрессии. And so we will not only talk about the causes of suffering that God allows, Мы будем говорить не только о причинах, почему Бог допускает страдания, but we will talk about how God does not want us to respond. и мы будем говорить о том, как Бог не хочет, чтобы мы отвечали на наши страдания. But most important, we will talk about how God does want us to Но больше respond. всего мы будем говорить о том, как Бог хочет, чтобы мы встречали страдания. We would invite you to join us at the First Slavic Evangelical Baptist Church on Saturday for a wonderful conference on suffering. Мы приглашаем вас присоединиться к нам завтра в субботу в 4 часа в Первой славянской церкви на прекрасную конференцию о том, как переносить страдания. It will be some deep, serious theology. Там будет затронуто глубокое, серьезное богословие. There will be some things that I believe that you have not heard before. Я уверен в том, что вы услышите некоторые вещи, о которых вы не слышали раньше. But we will use the Bible as the source of everything we share. Но мы будем использовать только Библию как основной источник всего того, чем мы хотим с вами поделиться. And we also hope to have a little fun Конечно, мы хотим иметь и некоторые веселые моменты. as we learn to support and encourage one another. Это когда мы будем учить друг друга правильно поддерживать во время трудностей, переживаний, страданий. Спасибо большое за ваше внимание, спасибо Игорю за возможность выйти в эфир, и спасибо всем, кто присоединятся завтра к нашей конференции. Напоминаю адрес Cromwell Way, 7832, начало в 4 часа. Приходите, приглашайте друзей, которым эта тема понравится. Ждем вас. До встречи. Доброго здоровья вам и хорошего настроения. Слушайте христианское радио ежедневно.